Привет, друзья! Хочу рассказать вам, как сделать такой достаточно интересный эффект. Он весьма популярный, очень во многих 2D играх используется и, по сути, выглядит достаточно красиво. Собственно, это фейковый источник света с динамическими тенями. Сейчас покажу, как это выглядит. Я в своем проекте такое использовал. Секундочку. Не знаю, здесь, наверное, плохо заметно это. Сейчас покажу получше. Вот, собственно, якобы источник света. Он выбрасывает тени, они, по сути, придают такую атмосферность, некую элегантность игре, если, конечно, этим не злоупотреблять и не задирать яркость так сильно, вот как у меня здесь сейчас. Должен сказать, что многие делают этот эффект неправильно, в результате чего у них сильно лагает. Даже на мощных компьютерах этот эффект может очень лагать. Я не знаю, как в других движках, возможно, там есть уже готовые решения для этого. Мы же сделаем все вручную с помощью блюпринтов. И так вот, должен сказать, что у меня этот эффект очень легкий, по сути, ресурсов не занимает. Я тестирую его на айфоне, потому что игрушку эту делаю я для мобилок. И, как видите, FPS, по сути, если он от чего-то и страдает, то только не от этого эффекта. Он такой достаточно легкий. В 21 веке нарисовать пару десятков полигонов для любого процессора это совершенно не составляет никаких проблем. Итак, что нам для этого понадобится? Создаем blueprint, vector, назовем его fake light. И также нам понадобится для него материал. По большому счету мы будем строить процедурную геометрию, которая будет служить этим источником света. Если вы когда-то делали 2D игры в Unreal Engine, то, наверное, сталкивались с такой проблемой, что освещение в 2D, особенно с ортогональной камерой, это достаточно такой геморрой. А такой эффект, он в принципе лишним никогда не будет. Ему практически в любой 2D игре найдется применение, будь то это источник света от персонажа, чтобы он был более заметным на фоне, либо какие-то там лампочки, там свечечки. Они очень так разнообразят, скажем так, украшают. Опять же, повторюсь, если не злоупотреблять особо этим эффектом. Итак, нам для этого понадобится компонент, который называется Procedural Mesh. Вообще он создан для того, чтобы разрезать объекты в игре, распиливать их там всячески на разные кусочки, но мы будем использовать его в своих корыстных целях. Итак, посмотрим, какие у него есть функции. Нас интересует функция вот это Create Mesh Section. Она, собственно, и создает полигоны по тем заданным векторам, которые мы ему зададим. Это, по сути, есть самая сложная часть.
создать правильно вектора и правильно ему сюда подать, потому что помимо того, что нам нужно построить эти точки в пространстве, нужно еще и указать индекс каждой точки для каждого полигона. Но на самом деле там ничего сложного, я сейчас все это объясню. Итак, нам нужна вот эта переменная. Назовем ее vertices. Также нам понадобится вот это, трианглы. И также нам понадобятся ювишки. Все это мы легко и непринужденно сейчас создадим. Никаких особых сложностей у нас это не должно вызвать. Итак, самое первое, то, что мы должны для себя определить, это количество полигонов, из которых будет состоять наша геометрия. Для этого создадим переменную number of polygons. Или просто polygon number. Integer. Не будем для начала сильно злоупотреблять этим, там значение, ну пускай будет 50. Потом этого, конечно, недостаточно, лучше поподробнее, иначе день будет там скакать, не очень корректно отображаться. Но для начала нам этого достаточно, чтобы видеть, что мы все правильно делаем. Соответственно, столько трейсов нам... мы эти точки будем указывать посредством line трейса. Вот столько циклов трейсов нам понадобится сделать. Соответственно, берем ноду for loop. Немножко освобожу пространство себе. Итак, у нас значение polygon number 50, соответственно 50 трейсов у нас будет создаваться каждый тик. Это не страшно на самом деле. Итак, дальше с чем нам нужно определиться, с длиной, грубо говоря, расстояние вот этого источника света, на какую дальность он будет светить. Light distance назовем это. Это будет float. Так как у нас геометрия будет строиться из треугольников, у нас каждый треугольник будет начинаться в начале координат. Соответственно, перед тем, как начать делать цикл вот этих трейсов, мы сразу зададим первую вершину, потому что мы уже знаем, какая она будет. Нет. Ее координата будет 0, 0, 0 по всем осям. Желательно, ну нежелательно, вообще обязательно перед началом манипуляции с этими массивами в данном случае его почистить. Иначе точки будут скапливаться и количество полигонов будет постоянно возрастать. Это вам визуально мы можем не заметить поначалу, но в какой-то момент, когда игра начнет подвисать, то вероятно причиной может быть и вот это, потому что количество полигонов будет очень большое. Представьте, каждый кадр будет создаваться 50 новых полигонов, то
через несколько минут игры количество полигонов будет просто невыносимо большое. Так, с этим определились. Теперь нам нужна еще координата вот этого end точка, конечная точка, в которую мы будем запускать эти лучи. Давайте так ее и назовем. End vector. После каждого трейса нам нужно этот вектор вращать на определенный градус. Этот градус вычислить очень легко. Нужно просто 360 поделить на количество полигонов. Давайте назначим это на begin play. Так как этот градус мы не собираемся изменять по ходу игры, количество полигонов всегда будет постоянно, поэтому его можно задать один раз. И назовем его trace angle. Собственно, после каждого трейса нам надо взять этот end вектор и вращать на вот этот градус. Вращать мы будем по оси Y, потому что у нас плоскость ZX. То есть после каждого трейса у нас происходит поворот вектора на определенный градус, и новый трейс уже будет происходить в другую точку. Но мы еще не задали вот эту конечную точку. Сейчас они оба 0,0. Соответственно, опять же, перед началом всех этих трейсов нам надо указать этот end вектор. Делается это очень просто. Берется light distance и подается на параметр x. Однако у нас сейчас light distance тоже равен нулю. Соответственно, никаких трейсов происходить не будет. Ну, наверное, 400 нам хватит. Теперь нам нужно, как бы здесь мы все настроили, и нам нужно записать вот в эту переменную vertices результаты этого трейса. Соответственно, нам понадобится проверка. Если был хит, то есть луч столкнулся в какое-то препятствие, то это препятствие будет отбрасывать тень. Это мы будем... Для этого нам понадобится проверка branch. То есть, если был удар, развернем эту вкладку. Если был удар, тогда берем вот этот параметр, записываем сюда. Если удара не было, то, соответственно, просто вот это значение trace end запишем. Так, с этим вроде порядок. Давайте проверим, работает ли вообще эта система. Для этого поместим наш blueprint в игру. Посмотрим. Да, все работает. То есть все лучи расположены по кругу, значит, мы все сделали на данном этапе правильно. Ничего не напутали.
Хотя это очень легко что-то пропустить, какой-то шаг. Я думаю, каждому это знакомо, когда даже ты уже что-то делал много раз, а все равно какие-то нюансы упускаешь. Но в данном случае мы все сделали правильно. Теперь следующий этап. Нам нужно вот в этот массив triangles указать индексы всех вот этих вершин в определенном порядке. А порядок должен быть следующий. Он должен выглядеть следующим образом. 0, 1, 2. Это первый полигон. 0, 2, 3. Следующий. 0, 3, 4. 0, 5, 6. 0, 6, 7. И так далее. Еще один есть интересный момент. Сейчас. Нам нужно, то есть количество индексов вот в этой переменной нужно отнять оттуда 3, на 3 меньше. Иначе у нас будут создаваться лишние полигоны, либо их будет не хватать. К этому я пришел, к этому значению 3 эмпирически, хотя наверняка там можно это очень легко математически тоже обосновать. Но я вам сейчас все покажу. Итак, вот такое количество циклов нам придется проделать, чтобы записать все вот эти индексы вот в эту переменную triangles. Для того, чтобы у нас было каждый раз 0, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 4, грубо говоря, каждый раз добавлялось по одному, нам нужно, мы знаем, что первое каждый раз начинается с нуля, поэтому просто добавим 0. Далее нам нужно 1, 2. Соответственно, сделаем еще один for loop. От 0, 1. И нам еще понадобится такая вспомогательная переменная. Multiplier. Дадим ему значение 1. И, соответственно, здесь уже будем добавлять вот эти индексы с добавлением к ним вот этого мультиплеера. Вот таким вот образом. А по завершении вот этого цикла мы будем просто прибавлять к этому мультиплееру единицу. То есть у нас получится следующее. Сейчас у нас значение мультиплеера 1, и у нас происходит следующее. Добавляется значение 0, потом 1, 2, так как здесь плюсуется 1, добавилось. Здесь уже становится 2, опять 0, 2, 3. Дальше 0, 3, 4 и так далее. Собственно, на этом этапе мы можем уже создать mesh и посмотреть, как он будет выглядеть. И мы видим, что он никак не выглядит, потому что надо еще добавить материал. Вот этот наш fake light материал. И опять ничего. Сейчас мы выясним, почему так происходит. Во-первых,
трианглы эти тоже надо почистить. Так, light distance 400, все нормально. Number point 50. Все верно. Не туда подключил вот это значение. Вот, теперь мы видим то, что у нас построилась геометрия. Однако, если мы начнем это двигать, мы видим то, что она никак не меняется, то есть не реагирует, потому что у нас все трейсы, они, грубо говоря, мы двигаем объект, а трейсы у нас не двигаются. Нам нужно просто перевести все это в координаты нашего блюпринта. Для этого мы берем get location и подаем их вот так вот. Теперь мы можем двигать, однако мы видим то, что она все равно двигается некорректно. Все потому, что теперь у нас трейсы происходят с координатов блюпринта, а mesh генерится в локальных координатах. То есть теперь нам нужно из этих значений, наоборот, вычесть. Сделать вот так вот. Здесь мы добавляли player location, actor location, а здесь мы будем вычитать. Вот, и теперь мы видим то, что у нас все правильно работает. Видите, недостаток полигонов сказался на том, что у нас не очень аккуратно теперь получается эта геометрия, и она еще и такими скачками меняется. Соответственно, тут чем больше значение этих полигонов, тем оно будет более гладкой. И вот видите, так гораздо лучше. Казалось бы, такое большое значение, 125 полигонов, но это пустяки. А еще один момент. Многие те, кто делают это и останавливаются на вот этом этапе, они как раз таки и в итоге могут столкнуться с тем, что все начнет сильно лагать, потому что у нас создается mesh постоянно к старым полигонам добавляются новые. Очевидно то, что это неправильно. Для этого мы это очень легко можем исправить. Нам нужно create mesh, создадим переменную, в которой мы просто будем проверять то, что если она уже однажды создалась, то больше мы не будем делать новых плодить. Видите, то есть
она не удаляется. То есть она как создалась, так и создается. И с ней больше ничего не происходит. Но нас такой результат тоже не устраивает, поэтому есть специальная функция здесь. Update Mesh Section. Сюда подаются эти же вертексы. И вот так гораздо лучше. Очень шустро работает, несмотря на то, что мы задрали там полигонов. Но это мы не особо-то и задрали на самом деле. Можно отключить теперь отображение трейсов. И все, что нам осталось сделать, это добавить UV координаты. Так же, как начинаем работу с массивами, с чистки этого массива на всякий случай. Также поступим с UV координат. UV координата — это по сути 2D вектор. Его сделать нам будет очень легко, потому что у нас нулевая координата — это также и 0 в UV-шках будет. Так вот. Точки, которые идут отсюда, в них будет всегда единица. Возьмем по x. Нас интересует одна только координата. Либо x, либо y. Не принципиально нам. Просто будет зависеть от того, как мы будем градиент строить из какого канала. Потом берем x. Однако вот здесь придется чуть-чуть схитрить. Потому что если мы и здесь зададим единицу, то у нас как бы текстура будет мяться, а нам это не надо. Поэтому берем там vector length и делаем следующее. Map range clumped. Вот этот light distance подаем range b, а здесь 0,1. И, соответственно, значение вот это само будет подстраиваться в зависимости от расстояния вот этого луча. Он будет перестраиваться в значение от 0 до единицы. И, соответственно, нужно подать на этот вектор. Тоже на значение x. И, собственно, чтобы мы могли видеть результат, нужно создать этот градиент. Создается очень просто. Просто текстура координата и маска по каналу, по красному каналу. Давайте сделаем additive материал. Ну, пускай будет какой-нибудь желтенький. Такой вот. Multiply. И, по идее, все должно заработать. Да, работает, только чуть-чуть наоборот. И не совсем так, как хотелось бы. Попробуем сейчас все исправить. Здесь нам нужно
инвертнуть, в другую сторону направить этот градиент. Посмотрим. И ну да. Здесь же тоже нужно их обновлять. Ну вот, теперь все правильно работает. Вот, ребята, такой вот интересный эффект можно сделать. Пишите свои комментарии, было ли вам полезно, что вы думаете об этом всем. Добавляйте этот эффект в свои крутые игры. И всего доброго, счастливо!